Итак, всем привет! Вы находитесь на канале Ручная Сборка. Зовут меня Вячеслав. Всех с Новым годом, с наступившим, с наступающим Рождеством и со всеми остальными праздниками. Итак, выполняю свои обещания, которые я дал вам перед Новым годом своим подписчикам, постоянным зрителям, что когда я доделаю фрезерную приставку, я ее вам покажу и расскажу. Итак, вот она, приставка. Так, начать с чего? Начать. Начну, наверное, с того, что есть для новых зрителей. Вот эти вот тисы поворотные, это полностью весь этот узел, вот этот вот, все, как его сделать, из чего сделать и так далее, все есть в предыдущем видео. Он так и называется, поворотные тисы для сверлильного или фрезерной приставки. То есть тут, я думаю, рассказывать особо не стоит, заморачиваться. Они на поворотном столе, они зажимаются здесь. Короче, все работает как надо. Они у меня сделаны на болтах крепежных внутри, пазы прорезаны. Уже на этом же станке моем. Вверх-вниз регулируется. Ну, короче, диапазон выдвижения намного больше становится из-за этого. Потому что поперечка у меня из малой продольной, и, скажем, хода у нее не так уж и много свободного. Поэтому я сделал, чтобы они двигались, ну, то есть, чтобы увеличить расстояние. Больше можно было, чтобы проходить за раз. Так, ладно, по тесам все понятно, я думаю. Кому интересно, я же говорю, вы посмотрите у меня на канале. Все, поджал, щель пропала, все нормально. Так, дальше основное. Вертикальная подача. Ее я взял со своего старого суппорта. Опять же, если кто следит за производством моего станка, наверное, узнали, это малая продольная, которая была у меня. Вот здесь ставилась резцедержка. Я с ней намучился. Ну, я так уже понимаю, что когда я вот сейчас добился на станке кое-каких результатов, дело было и не в ней. Возможно, суппорт был ни при чем. Но это ладно, ушел от темы. Так, делается она, по-моему, это самый простой вариант, как вот из труб. Две трубки сварены на пластину. Дальше опять две трубки. Эта пластина 16 у меня. На ней приварены три гайки. Две, ну тут одна, с краю одна и в середине одна. Ну понятно, варятся они, когда они накручены на шпильку. Чтобы резьба сошлась. Так, пластину приварили. Теперь дальше пластину я варю так, чтобы эти трубки лежали вот на этом основании. Тогда у вас не будет дребезжания, даже если здесь будет люфт, вот здесь вот в трубках, вот здесь он будет гаситься, по идее. Ну и также я в них приварил по две гайки 8, поставил туда шарики от подшипника и притягиваю болтиками, то есть регулирую зазор, убираю люфт. Вот, когда это все сделали уже, последняя приваривается нижняя пластина, ну то есть такая же самая пластина снизу. Когда у вас уже по плоскости все стало, приварили. И потом, только уже потом к этой вот пластине привариваем. То есть уже выставляем примерно на середину их трубки эти. Кладем ровно, прижимаем струбцинами и привариваем. И тогда должна получиться соосность, без зажимов всяких. То есть во всех сторонах у вас будет одинаковое натяжение, или как сказать, прилегание. Вот. Короче, все делается просто, лишь бы были доступные материалы и инструменты. А делается это в течение 2-3 дней. Полностью все. Так, ну далее я взял крепление теперь. Крепление я взял кругляк 50-й. И так как доверия нет никаким там китайским этим уголкам, измерительным приборам и так далее, я зажимал его в патрон поперек и протачивал плоскости резцом. То есть зажал первый раз, проточил плоскость, перевернул уже на эту плоскость к патрону, проточил другую. Также сделал третью и четвертую. Когда его переворачиваешь, уже по кулачкам плоскость выводится. То есть в проточенная плоскость ставится по кулачкам. И понятно, что здесь будет тоже 90 градусов. Вот. Получилось 90 градусов. Дальше я в ней просверлил
два отверстия, одно, второе. Зажал слегка в резцедержку. Дальше вот эту вот вертикальную подачу. Так, сначала снял кулачки на патроне, чтобы у меня была вот эта плоскость. Подвел суппорт. И вот эту вертикальную подачу поджал суппортом ровно по плоскости патрона. И тогда уже легкими движениями молотка, оно что у меня тут не сильно было зажато, подстукал ровно впритык. Ну, получилось, что без всяких зазоров, без ничего, ровно. И тогда уже накернил отверстие в этой пластине. И только после этого уже я начал тут сверлить. Просверлил два отверстия, поставил на шпильки, опять установил на резцедержку, опять подвел к патрону. Все нормально, все сошлось. Тогда уже проварил, потому что все-таки тут места мало, и на двух болтах, на двух шпильках, мне кажется, он будет играть. То есть вся эта штука будет играть чуть-чуть. Я проварил, короче, продольные швы. И опять подвел к патрону, все нормально, ничего не изменилось, геометрия там никакая, все нормально. Все пучком. Единственный у меня вот тут вот не расчет, скажем так, вот здесь крепление. Вдруг будете повторять вот эту пластину. Я изначально ее сделал короткую, она мне уже при изготовлении тисков косячок один выдала. И сейчас тоже она коротковатая. Мне надо было ее делать длиннее, что я уже заговариваюсь. Длиннее надо было делать. И тогда плоскость прилегания была бы больше. Но я так думаю, теперь я вот здесь вот, наверное, уже оно плотно прижато. И думаю, сварка не поведет. Я вот здесь ее проварю, здесь и снизу. Думаю, будет лучше. Так-то оно не играет нормально. Ну, при отрезании, фрезеровании чувствуется вибрация, видно. Вот. Так, что еще там? Так, ну здесь я рассказал, проварил. И теперь же, чтобы еще в другой плоскости выставить, ну, то есть каждый раз, чтобы к патрону не приставлять, то есть при каждом фрезеровании снимать кулачки, приставлять к патрону, я сделал вот еще дополнительную пластину. Прикрутил ее на эту же, вот сюда. Не к этой, не к вертикальной подаче, а к этой же пластине. Здесь я тоже резцом вывел плоскость в станке, ровную на пластине. И также просверлил два отверстия, накернил, затянул, и она мне теперь выставляется вдоль резцедержки. Здесь получается и здесь ровно. По идее ровно, но фрезерую вроде нормально. Так. Вроде рассказал. Я же говорю, по тискам, если кому непонятно, это все есть в предыдущем видео полностью изготовление их. Так, ну здесь я не стал ставить штурвалы, потому что понятно, да, что при подъеме и опускании они могут друг друга цеплять. Поэтому я сделал такие хреновинки. Тоже уже все точил на своем станке. Все нормально. Так, вот еще. Я всегда хочу сказать, я всегда забываю во всех роликах. Шпильки я использую всегда 14-е. Потому что у них шаг резьбы 2 мм. Это очень удобно при подводке деталей. То есть сделал один оборот сделал, или полоборот. Ну, один оборот 2 мм прошла деталь, то есть резец. Вот. Намного удобно, чем рассчитывать там 1,75, 1,5. Да и это сильно мелкие резьбы. Вот, везде я использую только 14-ю. Даже на продольной, вот, полностью движение суппорта было у меня, стояло 14-я. Ну, даже через передачу слишком долго было крутить. Мне это надоело. И я сделал рейку. Взял венец от ВАЗа 13-й модели. Лампой паяльной нагрел, распрямил. И просто приварил. Не будет видно, наверное, а? О, видно. Без всяких передач, просто шестерню бентикса поставил. Так как оно у меня все самодельное, и поэтому клин поджат более-менее хорошо на станине. Никуда не уводит при точении. Я не читал, вернее, а смотрел на ютубе, что многие пишут в комментариях другим людям,
что суппорт отводит при движении резца. Ни хрена его не отводит. Короче, все тут нормально. Поставил вон небольшой штурвал, и все тут крутится, сейчас все работает. Суппорт ездит. Поехали, приехали, все нормально. Так, и еще я добавил еще один шкив. Поставил большой шкив от двигателя. Ну, то есть, он у меня двигатель. Теперь двигатель, там маленький шкивок, 5 сантиметров диаметр, а этот 30 сантиметров. И такой же у меня стоит на передней бабке. Передача идет вот так. То есть я могу вот с этого шкива ремень скинуть сюда, увеличивая обороты. Могу с этого скинуть сюда, увеличиваю. Ну, короче, скоростя меняю теперь как хочу. Сейчас я вам включу, покажу, какие у меня малые самые обороты. Вот сейчас он стоит на самых малых. Но это я делаю для отрезания. Отрезным резцом работать. Он наконец-то у меня стал отрезать. И я вот сейчас убрал обороты, еще меньше сделал. Короче, режет еще лучше. Я вчера резал 60-ю болванку и нормально отрезал. Ну, вот такие у меня сейчас обороты. Я так думаю, наверное, оборотов максимум 120. Скорее всего, меньше. Отлично получилось. Но вот, правда, фрезой работать на маленьких оборотах мне не понравилось. Я еще информацию не искал, на каких оборотах работать. Ну, чуть побольше, когда даешь оборотов, лучше. Правда, масло горит немножко, дымится. Но ничего. Так, ну все, наверное, хватит балаболить. Пора вам показать, как он работает. Сейчас поставлю на штатив камеру, установлю ее. Выберу ракурс получше. И покажу вам, как работает. Сначала пройдусь вот этой вот, как она, прорезная называется, дисковая прорезная. А потом концевой фрезой. У него тут зажата десятка. И вот я сейчас сделаю, ну, короче, сделаю, сейчас покажу камеру. Итак, сейчас попробуем паз, например, 4 мм сделать. У меня фреза бьет, ну, или рецидержку я, как ее, оправку сделал такую, или, ну, короче, бьет немного. Но для меня это не фатально, марсоход не собираю. Для моих нужд вполне хватает. Болгаркой я так не смогу сделать. Итак, для этого я сначала подвожу деталь под фрезу. Теперь поднимаю ее вверх. Я начал вниз, чтобы она коснулась фрезы. Есть касание, масло коснулись. Теперь отвожу опять обратно. И вот теперь, как я вам рассказывал, делаю 2 оборота винтом, и у меня получится на 4 мм подъем. Понятно, не точный, лимба нет, но вот, я поднял на 4 мм ее. Видели, да, как она поднялась? Ну, а теперь можно заводить и пробовать. Поехали. Вот, а сейчас я сниму детали, мы ее замеряем.
что она покажет. Опа, выезжаем назад. Сейчас я ее оботру. Так, руки в масле, простите. При вас беру штангель. Так, надо брать. Так, беру штангель, вывожу наугад и меряем глубину. Итого 3 миллиметра. Фокус не удался. Ну, ай-яй-яй, да? Обкакался я перед вами. Но зато посмотрите, какой паз. Красота. Никакой болгаркой такого не добьешься. Ровненький. А подправить можно его в любой момент. Так, сколько у нас тут получилось? 3,3. 3,3 получился паз. Я же говорю, для меня это не фатально. Да для многих самодельщиков это не фатально. Можно пройтись еще разок и полностью сделать. Просто надо сделать лимб на вертикальную подачу. Тогда я буду точно знать, сколько я продвинул. Ну это ладно. Это все решаемо. Так, теперь я покажу, как работаю концевой фрезой. Я не знаю, 16-ю, 10-ю зарядить. Давайте 16-ю, потому что кто-то скажет, а 10-я работает, а 16-ю может он не тянет. 16-ю сейчас покажу. На этом же самом бруске. Что, поехали. Мало подъехало. Заметили, наверное, да, что как только больше подаю, начинает приставка где-то вибрировать, труситься. Где-то есть люфт. И где-то, наверное, в рейс-задержке. Надо будет продумать так, чтобы ее закручивать полностью всю пластину гайкой, а не держать рейс-задержкой. Потому что вот здесь вот
Надо будет вместо этого бруска ставить полностью цельный брусок, плиту, и прижимать гайкой. Тогда должно быть лучше. А сейчас что-то мне результат не понравился. И я его честно выложу, вам покажу. Это обычно имеем привычку такую, что показывать только то, что удается. Ну вот честно покажу, что эта фрезеровка прошла. Паз есть. Но есть вибрация. Раз есть вибрация, то возможно здесь сейчас не 16 миллиметров. Извините. Ну так, по плоскости вроде ровно. Единственное, что вибрирует. Потому что когда я делал вот эти тесы, я заготовку зажимал сразу в ресодержку. У меня такого не было. И я 16-й фрезой проходил за раз по 2 миллиметра. А сейчас получается немного прибавляю и... То есть чуть больше. У меня начинается вибрация. Надо искать. Ну ничего, главное работает. Даже понемногу. По миллиметру, по полмиллиметра снимать, и уже для своих каких-то задумок хорошая помощница такая приставка. Лучше такая, чем ее нет, скажем так. Итак, наверное, все рассказал, все показал. Еще раз всех с Новым годом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вы этим меня очень обрадуете, порадуете, поддержите. Все, ждем новых видео. Всем пока.